Привет, друзья! Вы на канале Денис у микрофона. Продолжаем смотреть на религиозную ситуацию в Украине. Смотреть, так сказать, изнутри, что же происходит. Мы поговорили с вами о том страшном документе, который принимали в стенах Лавры, Верхней Лавры, то, что происходило на так называемом Архиерейском соборе религиозной организации Православная Церковь Украины. И, в общем-то, понимаем, что готовится такая массированная атака на Украинскую Православную Церковь, атака по всем фронтам. Если вы считаете, что это нужно доносить всем, кому только можно, вы можете поддержать создание субтитров на английском языке. Все ссылки под этим видео. А вот я смотрю на эти видео, смотрю на такие вот кадры. И вот думаю, ну куда идут эти люди со светлыми лицами, такие радостные, нарядно одетые, так дружно шагают. И такое чувство, что Киев они видят очень-очень нечасто. Кто они? Откуда? Кто их зовет? А оказалось, что все это та массовка, которую свозили специально в Верхнюю Лавру, в Успенский собор, потому что там служил никто иной, как Сергей Думенко. И казалось бы, но повод, наверное, это все-таки Вознесение Господне, большой православный праздник, а оказалось все не так просто, потому что мы читаем на официальном сайте религиозной структуры ПЦУ. Божественная литургия в честь праздника Вознесения Господнего и памяти святителя Епифания Кипрского. То есть Вознесение Господне понятно, тут же вспоминается святитель Епифаний Кипрский и говорится о том, что Сергей Думенко служил в честь и в день памяти своего небесного покровителя, святителя Епифания Кипрского, и он возглавил божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Как мы помним, уже мы обсуждали, что Максим Остапенко, исполняющий обязанности директора заповедника Киево-Печерская лавра, сказал, что сейчас религиозной структурой ПЦУ заключен договор, и они могут постоянно каждое воскресенье служить в трапезном храме. Мы понимаем, что людей там совсем немного, и даже сторонники ПЦУ возмущены, что туда ходит от силы 40 человек. В то же время, когда в УПЦ ходит огромное количество людей, люди стремятся быть на литургии, неважно, попали они в храм, стоят во дворе храма, просто прикоснуться к этому роднику живой воды. И здесь мы видим, что достаточно многолюдно было, но за счет всего епископата и священников, которые съехались со всей страны. Подвезли и людей. Как вы понимаете, в Успенский собор помещается меньше людей, чем в трапезный храм. Половина трапезного храма занята под выставку. Но решили здесь все-таки сделать такую вот красивую картинку. Но не это даже самое интересное. После литургии благодарственного молебна от имени Священного Синода, архипастырей, духовенства и мирян, предстоятеля с днем тезаименитства поздравил митрополит Львовский и Сокальский Дмитрий. Это цитата, прямая цитата из сайта. Сегодня мы собрались под куполом главного лаврского храма Богородицы для того, чтобы поздравить вас с днем тезаименитства. Этот праздничный день обогащается невероятной радостью вознесения на небеса Христа Спасителя, который в окружении своих учеников вознесся туда, где его царство и сила и слава. Сами же апостолы, поклонившись ему, вернулись в Иерусалим с большой радостью и пребывали постоянно, прославляя и благословляя Бога. Мы же своими стопами, пребывая в нашем втором Иерусалиме, стоя на месте, где подвигом преподобных утверждены их слезами окроплены эти печерские холмы, подобно святым апостолам, свидетелей воскресения и вознесения Христа Бога, также прославляем и благословляем нашего Творца Вседержителя в молитвах, прося у вашего небесного покровителя, святителя Епифания Кипрского, для вас душевного мира, покоя и благословенного здоровья. В это очень судьбоносное и ответственное время позвал вас Господь к руководству Православной Церкви Украины. Слушайте, ну мне кажется, язык нужно вытащить немножко. Ну немножко вытащить, ну как-то чересчур. Но богослужение в честь Вознесения Господнего, то здесь все вокруг Сергея Думенко. Такие вот самые настоящие, ну уж простите, Сережины именины. И мы можем посмотреть на эти все фотографии, все вокруг него.
интересный персонаж также на нас смотрит. Гражданин, кстати, Российской Федерации, на минуточку. И он сам рассказывал, как получал русский паспорт. Но это никого не интересует. Это же совершенно другое. Смотрим дальше. Вот, встреча. Встреча, торжественная встреча. Видим даже бывших митрополитов УПЦ, тех самых, которые еще вот в самом начале всей этой истории быстренько перебежали, и некоторые даже смогли утащить за собой и, к примеру, кафедральный собор или епархиальное управление, подарив их самим себе. Умеют же люди. То есть видим, внимательно наблюдаем с вами. Видим Авраамия Латыша, который тут же ждет с букетом, которого все так же именуют исполняющий обязанности наместника Лавры. Но только Лавра-то в другом месте. Монахи это прежде всего. Это как раз монахи, те, которые служат Богу. А если ты один, то, знаете, получается, как в том старом бородатом анекдоте, когда есть старший сержант, командир танкового корпуса. И у него спрашивают: ну как же так? Как же ты, старший сержант, можешь быть командиром танкового корпуса? На что он отвечает, говорит: шасси пропили, гусеницы, башню, все, что внутри было, двигатель, все ушло в обмен на самогон. Остался один корпус. Вот его я и командир. Грустно на все это смотреть. Печальнейшее зрелище, безусловно. Конечно же, обманутые люди, которым показывают этот мыльный пузырь, которым рассказывают о каких-то совершенно несуществующих вещах. Безусловно, любая религиозная организация имеет право на самоопределение. Любая религиозная организация имеет право на свободное исповедание того, что они считают нужным. Но когда это делается за счет унижения другой религиозной организации, когда это делается за счет нападок, за счет каких-то вот рейдерских атак, отжима храмов, то, согласитесь, это совершенно неправильно и ненормально. И вот видим сам Успенский собор внутри, и, честно говоря, видал я там людей побольше. Гораздо побольше. Когда на территории Верхней Лавры служил представитель Украинской Православной Церкви, то обычно служба проходила на улице. Потому что люди не помещались в Успенский собор, и там было огромнейшее всегда количество людей, что найти себе место, где ты можешь стоять, и у тебя будет хотя бы по метру с каждой стороны, но было невозможно. Всегда все было очень-очень плотненько, и люди, несмотря какой-то день, будний день или выходной день, всегда ехали, старались служить, и не было этих колонн автобусов специальных. То есть люди сами могли приезжать и быть там, и, в общем-то, участвовать во всех богослужениях. Но, знаете, это вот было 25 числа. Если мы зайдем на Facebook-страничку заповедника Киево-Печерская лавра, то увидим там очень интересное объявление. Мы можем увидеть объявление выставки «Триполье. Корни нескоренных» с 26 мая по 15 июня. И как вы думаете, где она будет проходить? Точнее, уже проходит. Успенский собор Киево-Печерской лавры. Подождите, но ведь это место для богослужения, это место для литургии. Ну, судя по всему, чаще, чем пару раз в год его занимать. И свозить туда людей, и устраивать такое представление они не могут. И потому решили его использовать для Триполя. Трипольская культура супер интересная. Я держал в руках некоторые статуэтки, я держал в руках некоторые предметы трипольской культуры. Это завораживает, как люди тысячи лет назад вот все это делали. И тех животных, которые они вот буквально имитировали жертвоприношения, и свои дома, и еще что-то. Супер интересно, но никак не связано с Успенским собором. Никак не связано с этим местом. Хотя они говорят, но на месте Успенского собора были раскопки, и там какой-то фрагмент жилища нашли. Но все-таки это дохристианская культура. Это дохристианская эпоха, откровенно языческая эпоха. И, возможно, какие-то из этих предметов, да, они тут воссоздаются какой-то современной художницей, но это вполне себе идолы. Место ли идолам в храме Божьем? Место ли идолам в соборе? Я понимаю, что после того, что там происходит последние полгода, это, наверное, не самое страшное. Но все равно это выглядит очень-очень странно. Забрать собор у самой большой религиозной конфессии страны. Забрать у тех, которые готовы там молиться, которые вложили туда не только деньги, но и душу. И устраивать там просто-напросто какие-то выставки. Устраивать там такие показушные мероприятия, на которые приходится свозить людей со всей Украины. Но согласитесь,
это далеко, далеко неправильно. Такая вот ситуация сегодня. Наблюдаем, смотрим, анализируем, делаем выводы. Больше выводов в телеграм-канале «Опиум для народа». Подписывайтесь и не забудьте подписаться на канал. Денис у микрофона. До скорой встречи.